чтобы время стало цельным, надо, чтобы осталась только одна ветка. Одна. Что с нами будет? Мы чё, просто исчезнем, что ли? Скажи, через сколько метров станция? Вам, господин директор, всегда. Неужели? Привет! Дамы и господа, всем привет! Не буду церемониться, скажу сразу. Добро пожаловать на финальную серию сезона «Точка невозврата». Сезон про одиночество, выживание, дружбу, обман, постепенное осознание масштаба, в котором мы оказались, и, конечно же, сезон про время. Организация, с которой мы прошли этапы отрицания, гнева, торга, депрессии, и благодаря предыдущей серии, где мы буквально были не согласны с самим собой, готовы прийти к этапу принятия? Как я понял, наша Лолошка, в отличие от других версий, кто приняли роль директора организации, отличается. Причем отличается очень сильно. Заслуга ли это того, что он когда-то не принял магию зараженного Скинта, как это походу сделали другие Лолошки? Заслуга ли это GDH, который небольшой живой частичкой сидит у меня в голове? Может быть, это мысль, звучащая как «я пришел сюда за ответами, как все исправить, а не за перекладыванием решений на плечи будущих себя»? Неизвестно, но мне кажется, это заслуга совокупности многих факторов. Не одного, двух, а сотен и тысяч факторов, которых мы банально не можем знать, потому что их, много. И именно все это заставляет задуматься, а что делать дальше? Я не согласен с теми версиями меня, кто, вопреки всем уничтоженным реальностям и жертвам, хочет найти какую-то идеальную ветку. Самая главная истина, которую надо принять каждому: идеала не существует. И с этими мыслями мы начинаем финальную серию. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы готовы лицезреть конец одной большой истории. И знаете, ощущение, будто я впервые говорю подобную фразу не про сезон, а про нечто большее. Заканчивается целая эпоха, блинский. Прямо сейчас главный вопрос на повестке дня. Что наш Лолошка, который явно отличается от многих версий себя, будет делать с организацией? Как он поступит? Или же правильнее будет спросить, как поступлю я? Ведь все решения принимать мне и... Черт. До сих пор не могу отойти от разговора с собой. И я не могу поверить, что этот болван действительно я. Мимика, речь, холодный, полный расчетливости взгляд и все решения. Это же так не похоже на меня. Хотя, с другой стороны, я и не обязан эти решения понимать. И принимать тоже, потому что я сам вершу свою судьбу. Пусть мое собственное сердце укажет мне путь. Неверный, нет. Мой путь, который я пройду со всеми невзгодами и радостями. Разобраться бы только, как отсюда выбраться. Зачем вообще запирать меня в кровать? Луиза. Доброго километра, агент Лолошка. Луиза, я... Или, может быть, я уже могу назвать вас генеральным директором? Нет, Луиза. Наш с ним диалог имеет открытую концовку. О, да? Да, и я все еще думаю над этим. Что ж... В любом случае, я искренне надеюсь, что вы прислушаетесь к нему. Ведь... нам всем так необходим свежий взгляд на многие вещи. Уверена, даже он это понимает. Да, Луиза, я приму решение. В этом можете не сомневаться. Отлично. Только вопрос. Зачем вы меня удерживаете здесь? А? Удерживаю? Оу, даже и не думала, что это будет выглядеть так. Я всего лишь хотела обеспечить вам должный комфорт. Хотела, чтобы никто вам не мешал. Вы ценили покой и уединение, чтобы собраться с мыслями. Еще раз, Луиза, это он ценил, не я. О, да, конечно. Ладно, сейчас. Ага.
Вот и все. Можете свободно перемещаться по Синклиту. Еще кое-что. Вот, держите. О. Очки. Угу. Всего доброго, агент. Всего доброго. Вот значит как. Она не оставляет надежд увидеть нового Лоулошку на посте генерального директора. Но ради чего все это? Ради того, чтобы продолжать этот круговорот страданий, Луиза? Ради счастливой жизни одного человека? Меня, посчитавшего себя вершителем чужих судеб? Черт! Как же отвратительно даже думать о том, что я имею к этому какое-то отношение. Так, ладно. Надо узнать у остальных их мнение об организации. Не могу я принимать такое важное решение, не услышав мнение тех, кого оно непосредственно касается. Ага. А вот это как ты говоришь, важное решение, это... Ты его уже как бы обдумываешь? Ты можешь поделиться? Поделись, что ты хочешь, Лоулошка. Попробую-ка выйти. Так, отлично. И здравствуйте, организация. Получается, все еще никому ничего не известно, никто не знает. О, это Реджинальд, привет. Это опять ты. Чё надо? Что, Реджинальд? Эйфория после нашего боя успела отпустить? Началось. Да. Ну, точнее, не совсем. Короче, я все еще благодарен за эти ощущения, но ты чё хотел-то, а? Да, точно. Реджинальд, я хотел поинтересоваться у тебя. Что ты думаешь об организации? Чё? А тебе зачем? Хотя ладно. Все равно все штурмовики уже которые километры не могут заткнуться. Ведут бурные обсуждения нашей привычной рутины. Да, как будто могут что-то изменить. Так в итоге, что я думаю? Думаю, что меня задолбало сосуществовать с побочками отвязки. Ну правда, блин. Ты хоть представляешь, каково это? Постоянно подозревать всех в желании причинить мне вред. Башка у меня кругом идет от этого. Тотально. А чё насчет ликвидации? Ну... Да нормально. Привык уже. Хотя иногда закрадываются мысли, типа, все это как-то бессмысленно, что ли. Ладно, все, иди куда шел, не мешай мне играть. Давай. Ну ладно. Неплохой он все-таки парень. Мне его даже в какой-то степени жалко. Помню, как отвязка действует на разум. Кто же у нас дальше? Я могу выбирать! То есть буквально кто угодно может быть? Давайте на чистоту. Мне очень интересно узнать, что стало с Питом. Он же у нас техник, мы его спасли, и в итоге... Да ладно! Реально! Так-то да, но, чувак, ты уверен, что с тобой все нормально? Ну... Да, наверное, да. Вполне себе. Правда, спать хочется с легонца. Да ладно тебе, Пэт, что ты пристал к нему? Его же только-только из подвала вернули. Да. Пита-то вернули, Пинки. Но что-то он сам на себя не похож. Не помнит ни черта. Ведет себя как-то странно. Ну, а что ты хотел? Радоваться надо, что хотя бы вернули. Короче, Пит, ты не волнуйся, мы если что тебе все напомним. Я так виноват перед ним. Хотя, разве сейчас это имеет значение? Их и так бесконечно отправляют в пансионат. Заставляют забывать все, а потом вновь пускают в ход. Как расходный материал. Даже представить страшно, сколько раз Пит так возвращался к работе после заслуженного отдыха. И ведь это место всем презентуют как самый настоящий рай. Это правда. Поговорить мы, кстати, не можем, да? Блин, обидно. Можно было бы и поболтать с Питом. Хотя, как мы понимаем, из-за того, что в него не введена какая-то жидкость в капсуле, он, вообще ничего не помнит. Так. Хотел найти Малецки, но в итоге нашел Эрика. А еще, посмотрите, ребят, на мой профиль. Это что такое? Имя сотрудника Лоулошка, номер сотрудника 1, а дела буквально не существует. Стаж бесконечно, очки организации бесконечно. Что ж. Ну... Эрик... Привет, Лоулошка. Привет. Сейчас. Ну здорово, красноволосый. В смысле, привет, Эрик. Как твои дела? Нормально. Ты в итоге пробовал выяснить, можно ли оспорить решение о распределении тебя в штурмовики? Да, Лоулошка, пробовал. Мне, кстати, так и сказали.
надо подавать заявку на пересмотр. Потом эту заявку передадут в отдел контроля, потом они бесчисленное количество километров будут выносить новые решения, и там, знаешь, как водится, начнется бесконечное согласование. Если вообще кто-то возьмется за это всерьез, а не для галочки. Знаешь, я после твоих слов над многим так-то задумался. Ну, о предназначении, скажем так. Впервые подумал не о том, как бы отвлечься от изнуряющих тренировок, которые не приносят должной пользы, а о том, что бы я мог делать действительно полезное. Ну, то есть я имел в виду... Конечно, да, ликвидация выживших после конца времени — это важная задача, да. Но все-таки живые создания пребывают в нескончаемой агонии. А я... Кажется, я совершенно не создан, чтобы отнимать их жизни. Даже во спасение и благо. Оу, я понимаю тебя, Эрик. Думаю, мы все имеем право на то, чтобы самостоятельно решать, кем нам быть. О, рад, что ты понимаешь. Я обязательно приложу все усилия, чтобы победить эту бюрократическую машину, и чтобы меня в итоге перевели в питомник. Надеюсь, кстати, у тебя тоже все будет хорошо. Я заметил, что о тебе меньше говорят гадости, и все больше собираются недовольны своей работой. Не знаю, правда ли это, но я слышал, что даже из других отделов находятся голоса, желающие быть услышанными. Да и штурмовики, да, они многие отказываются выполнять задания. Бойкот вот начали устраивать начальство. Даже, кстати, кажется, Малецкий решил приостановить свою работу, представляешь? В общем, там много всяких волнений сейчас. Не представляю, что из этого всего выйдет. Может быть, тоже отказаться от задания? А почему бы, кстати, и нет? Прямо сейчас пойду в игровой и буду отдыхать. Надоели эти тренировки. Со мной хочешь? Нет, Эрик, у меня дела. Прости. Ладно, но ты все равно заходи на любом метре. Давай. Пока-пока. Пока, Эрик. Короче, я понял, как здесь все это устроено. Если дать волю поговорить, то все, конечно же, поговорят. Что? Ты кто такой? Поговорить? Я бы пошел подрался с кем-нибудь. Да, ногу потянул на паркуре. В стационар идти не хочу. Страховка вряд ли что-то покроет. Кстати, да, у них же еще и не бесплатное лечение. Так, давай, наверное, кого-то последнего, допустим, вот Патриша. Привет, Патриша. О, привет, мистер Любознательность. Пришел узнать что-то новенькое? Угу. Я хочу узнать, что ты думаешь про организацию. Ну, работа нравится? У тебя прям какая-то мания на необычные вопросы, Лолошка. Мне нравится работать с неизвестностью. Порой между вопросом и хотя бы частичным ответом проходят целые циклы, а бывает, что ответ так и не находится. Но я искренне люблю исследовать. Каждое наблюдение и каждый полученный опыт, даже неудачный, маленький шаг к пониманию сложных вещей. А самое вдохновляющее во всем этом — осознание, что кажущееся незначительным однажды может изменить чью-то жизнь. Поэтому, да, я без ума от того, чем занимаюсь. Но, по правде говоря, я бы хотела делать что-то еще более глобальное. А пока вот приходится за отчетами сидеть. Угу. Спасибо, что поделилась, Патриша. Ой, да тебе спасибо, что поинтересовался. У меня еще никогда не спрашивали, действительно ли я довольна своим местом. А теперь все, мне нужно работать. О как. Блин, ну, кстати, это первое существо, которое достаточно утвердительно сказала, что организация топчик. Нравится работать. Удивительно. Я думал, таких не будет. На всякий случай в последний раз пройдемся по вагону рынку. Мало ли будет здесь что-то интересное. Подожди, это... Скример! Эй, привет! Ситуацию в кинотеатре, помнишь? Чего? Ты? Да, я. Привет. Чего надо? Да вот, Скример, я хотел сказать, что на тебя не злюсь. Что? Мне все равно. А еще хотел спросить, что ты думаешь об организации. А вот если об этом, я думаю, что верхушка должна относиться жестче к таким, как ты. И каким же это, как я? Ну, всяким подхалимом. Уйди с глаз моих. Видеть тебя — это наказание похуже подвала. Боже! А ведь это не первый раз, когда он работает в организации. Интересно, сколько раз его уже отправляли в пансионат? Да, это правда. Его на самом деле даже
Здравствуйте. Есть что-нибудь вкусное? О, для вас найдем все, Не что понял. угодно. Поговорить? О, это ты, агент Лолошка. Здравствуйте, Аса. А ведь знаете, за все время в Синклите я вижу вас второй раз. Ну, у меня плотное расписание. Я редко бываю за пределами своего офиса. Работы много, сам понимаешь. Вот, выдались свободные метры. Хочу купить что-то, чтобы Малецки порадовать. Аса, а вы хотя бы в курсе происходящего в Синклите? Относительно. Слышала краем уха, что сотрудники отдела исполнения решений упорно отказываются выполнять свою работу. И агент Малецки тоже. Ох. Понимаю, что он уже в состоянии сам принимать решения, но от этого мне не становится менее тревожно за него. Любая мать бы переживала за своего ребенка, что связался с плохой компанией. Понятно. Аса, а что вы думаете о деятельности организации? То, какие подозрительные вопросы, агент. Но другого я от тебя и не ожидала. Я думаю, что мы все действуем правильно, неся порядок во вселенной. Безропотно и точно. И не ставим под сомнение приказы, потому что знаем, зачем они отданы. Организация — это ответственность, а не героизм. И я считаю, что эту ответственность нужно нести с гордостью. Понятно. Спасибо за ответ. Вот-вот. И надеюсь, этот ответ натолкнет тебя на верные мысли, Лолошка. Так вот, что-нибудь вкусненькое. Что ж, ну, мы понимаем, да, Асу, наверное, переубедить будет очень тяжело, и дай бог это получится через Малецки, но! Знаете, что мне интересно? А чё думает сам Малецки? В игровом Малецки нет? Да ё-моё, где ты? О, Лолошка, привет! Да? Что ты тут гуляешь? Пришел за порцией чего-то вкусненького? Нет, Алан. Я... Слушай, как раз хочу поинтересоваться кое-чем. Тебе нравится твоя работа? Неожиданно. Да, вообще, очень нравится. Я поистине люблю свое ремесло. Пусть у меня, конечно, плохо получается, но... Не надо, вот такие глупости не говори. Еда, приготовленная тобой, действительно вкусная, Алан. Ох, да, Сдерик тоже так говорит. Но, понимаешь, Лолошка, для меня гораздо красноречивее лица существ, пробующие мою стряпню без Сдерика. В любом случае, я готов потратить всю бесконечность на улучшение своих навыков. Благо, наш шеф-повар в этом помогает. Его советы бесценны. Спасибо за труд, Алан. Это тебе спасибо, Лолошка, за непоколебимую веру в меня. О, кстати, слушай, а Сдерик, он сейчас на кухне? Ну, да, у него перерыв. Кажется, он обсуждает что-то с твоими друзьями. Опа, а я могу зайти? Конечно можешь, что ты? Проходи. О, и там сейчас по-любому будет Малецки, да? А ну-ка, о, здорово. И Олли! А я его искал, кстати. Сдерик-то понятно здесь? О, привет, Лолошка! Привет, привет. После прогулки по Синклиту мои мысли стали немного яснее. Однако я все еще не знаю, что мне делать дальше. Слушай, а получается вот что я понял. Моя идея реально сработала? Это же поразительно! Да, я тоже приятно удивлен. Нет, даже не так, я в восторге! У вас действительно получилось передвигаться за пределами Синклита на наших джетпаках? Да, я же сказал. Только вот джетпак Ло на обратном пути сломался в полете. И он повис на мне. Да, вместе с Питом, кстати. И все не зря. Блин, как же вы рисковали, ребята. Да, Олли? Да. Слушай, а если бы Малецкий не удержал Ло? Ну так удержал же. Кстати, Ло, а ты где был, а? Я километр держался, чтобы ничего без тебя ребятам не рассказывать. И в итоге не сдержался. В пансионате. Да, это-то понятно. Я про то, где ты был после нашего возвращения из пансионата. Малецкий, серьезно? В пансионате. С Луизой. Что? Да. Если коротко, я поговорил с генеральным директором. Он хочет, чтобы я стал новым гендиром. Решение нужно принять в ближайшие метры. Но все варианты, что мне были предложены, не нравятся. То есть он реально сейчас все всем расскажет, не только Малецкий. Слушай, знаешь, Лолошка, мне кажется, вот сейчас тот самый случай, когда рассказывать коротко — это не лучший вариант. Ну, да, Сдерик, да что там еще рассказывать? Не знаю, например,
генеральный директор версия меня? А? Чего? Лолошка, это правда? Да, Олли. Точнее, скорее... Олли. Ладно, скорее всего, я версия его, но я не до конца понял, из какой он ветки. Эй, Олли. Тем более, мне даже не удалось поговорить с изначальным создателем организации. Потому что тот уже наверняка имеет желе вместо мозгов. Чё? В каком плане? В смысле желе? Ну, в том плане, что мозги отсутствуют, Малецкий. А что такое? Проголодался? Да, блин, Лолошка, я ж серьезно спрашиваю. Ладно, если упрощать, то главных директоров было очень много. И каждый раз это был я из разных веток. Обалдеть, Ло. Ты так спокойно это говоришь. В общем, как-то согласен, так. капец. Каждая ветка — это какое-то принятое мной решение. Цель генеральных директоров и всей организации — найти идеальную ветку. И получается, наша Лолошка первый, кто не согласен с этой, не знаю, идеей, мыслью, искать идеальную ветку и уничтожать все и вся. Так, ладно. Вот. Твое. И как только директор устает, он уходит в отпуск. Бросает организацию на плечи Луизы, пока... пока не появится следующая Лолошка. Реально рассказал. Вообще все. Все это время. Все офигели. Ну, и еще кое-что. Я узнал, что все сотрудники организации после ухода в пансионат возвращаются оттуда, когда все их забудут. Знаешь, Лолошка, я думаю, хватит. Ой. Вот почему ты мне не рассказывал, кто такой директор, да? Угу. Ясно. Тогда понятно, почему Луиза и все вот это вот оно... Черт, блин! То есть, получается, я все эти километры, все эти... Да, Малецкий. Наверное, не стоило мне спрашивать. Эй, Ло, а что ты в итоге думаешь делать-то? Дерек, я не знаю, правда. Генеральный сказал мне, что страдания всех существ в стертых ветках не будут иметь смысла, потому что когда будет выбрана идеальная ветка, все остальные будут стерты. Стерты, как если бы они вообще никогда не были. Ну же. А значит, всех этих страданий как будто бы не будет. Но... нет. Эта концепция все равно кажется мне сомнительной. Согласен, мне тоже. Чё? Почему сомнительный? Это ведь вроде как, ну, похоже на правду. Похоже даже на политику самой организации. Так а почему? Да потому что, Малецкий, у меня создалось ощущение, что генеральный сам понятия не имеет, как работает артефакт. Артефакт, при помощи которого время было раздроблено на ветки. О как? То есть, Ло, получается, время не должно иметь бесконечность вариантов, я правильно понял? Этого я тоже не знаю, Дерек. Джодах когда-то говорил, что он видит не будущее, но варианты будущего. То есть, как минимум, у будущего может быть множество вариантов, но настоящее и прошлое должны быть фиксированными. Это он представляет. Фиксированными. Да, во всяком случае, мне так кажется. Ладно. Слушай, а если генеральный не знает, как работает артефакт, то кто в итоге знает? Так вот, никто, Дерек. Абсолютно никто. Я понял. Ты хочешь сказать, что не уверен, что даже после нахождения нужной ветки остальные будут действительно стерты? Вот, в точку, Малецкий, именно. Представляете, генеральный сказал мне, что он не знал, что параллельные реальности живы. Чего он еще мог не знать? Я вот понимаю, что он — это версия меня. И я вижу между нами некоторые сходства. Я часто находился на грани безумия. Безумие, когда мои действия или решения приводили к смерти моих друзей. И я понимаю, что им и предыдущими движет желание сохранить как можно больше жизней. Желание разобраться и принять правильное решение. В этом стремлении они начали постепенно терять границы допустимого. И ведь, друзья, я ведь в какой-то степени такой же. Тихо, не нервничай сейчас, только Лолошка, окей? Когда я только-только оказался в конце времени, я не знал, что же мне делать.
Поэтому сначала я согласился работать на организацию, потом согласился сотрудничать с Тадмавриэлем, а потом я согласился отвязаться от времени. Я все понял. А? Что ты понял? Понял теперь, в чем заключалось тестирование меня организацией. Да. Они хотели увидеть, что я готов на любые сделки с совестью при сохранении своей человечности. Поэтому им было важно, чтобы я спас Гусыню. Эй, Ло. Кого? О, вот значит как. Да, им было важно понять, что я готов рисковать и не идти на поводу у правил, но при этом я должен был быть готов отступаться от принципов в угоду глобальному благу. Это был не тест, друзья. Это было обучение. И вот теперь я должен якобы отступиться от принципов непричинения вреда, чтобы другой Лолошка, тот, что будет сильно после меня, возможно, смог найти ту самую ветку. Да. И вот оно, друзья. Я в конце пути, по которому меня так долго-долго вели. Но знаете что? Что? Говори. Я не чувствую, что занять пост генерального директора будет правильным решением. Подожди, но а что тогда будет правильным решением? Если честно, единственный вариант, в котором возможно прекращение страданий, что сотрудников организации, что жителей веток, это, по идее, вариант гендиректора, Ло. Нет, поправка, Малецкий. Вообще, это единственный вариант из представленных. Представлен нам был, в принципе, только один вариант. Ну, так-то правда. Ну, а какие ведь могут быть еще? Что будет, если ты откажешься? Сдерик, и этого я тоже не знаю. Думаю, меня насильно засунут в капсулу и будут ждать следующего Лолошку. О, это плохой вариант. Вот тут согласен. Плохой вариант. Не надо. О, а может быть попробовать разбудить кого-то из бывших Лолошек? Вдруг они что-то помнят? Нет, тоже не пойдет. Генеральный сказал, что он не потерял память благодаря материалу и конструкции пирамиды. Что? Пирамиды? Интересный выбор. А у остальных никаких пирамид, я так понимаю, нет. Верно? Верно. Ну тогда сложно. Знаете, есть вариант. Мы могли бы остановить деятельность организации совсем. Да, это не поможет тем веткам, что были уничтожены, но других-то уничтожений не будет. Нет, это такая же полумера, Олли, как и перекладывание ответственности на будущих гендиров. Слушай, а ты-то сам бы чего хотел? Что-то мне подсказывает, что в этой ситуации только ты можешь придумать верное решение. Кстати, Сдерик прав. О, я? Смотрящий говорил, что я должен исправить какие-то ошибки. Я бы правда хотел их исправить, очень. Я бы хотел, чтобы время снова стало цельным. Подожди, кто еще раз говорил? Ну, это... Стоп, так вот же оно! Вот оно, ребята! Что такое? Сдерик? Ответ! Надо придумать способ, как сделать время снова цельным. Блин, Сдерик, знаешь, легко сказать. Ты сказал как-то... Правильно ли я понял, что ветки появились благодаря артефакту? Да, верно. Ну так вот, надо просто использовать этот же артефакт. Да подожди, ну а как это сделать-то? Чтобы время стало цельным, надо, чтобы осталась только одна ветка. Одна. А для этого надо выбрать эту ветку. Слушайте, погодите, а что станет с организацией-то тогда? Что с нами будет? Мы чё, просто исчезнем, что ли? Ребят? Ну, я готов исчезнуть во благо науки. Куда разогнался? Погоди, ученый. Я-то, может, допустим, тоже готов, но что насчет остальных сотрудников? Не можем же мы всех спросить. Это не только Синклит, но и пансионат тоже. Знаешь, Малецкий, у меня есть ощущение, что организации не должно было существовать. Я должен был исчезнуть тогда, когда меня коснулся Джон. Время не должно было быть раздроблено. Так что нет. Чего нет? Нас всех не должно быть здесь. Слушайте, мне кажется, все, что мы сейчас обсуждаем, это плохой вариант. Я не могу выбрать какую-то одну ветку. Ребята, хотя бы потому, что тем самым я уподоблюсь всем предыдущим версиям меня. И потому что я не могу выбрать случайно. Что если это будет неправильный выбор? А я не хотел бы, чтобы одна последняя ветка, которая останется, была каким-то кошмаром. Слушай, Ло, а как думаешь, гендиректор может поделиться с тобой информацией об артефакте? Ну, он явно знает больше меня, но я не уверен, что сильно больше, Олли. Ну, знаешь, Ло, мне кажется, тебе все-таки надо с ним поговорить.
Мы об этом артефакте впервые услышали и... Ой, ща, ребят, это у меня. Обалдеть. Что такое? Прикиньте, мне задание выдали. Задание? Что-то необычное? Не-не-не, абсолютно стандартное, кажется. Что, задание в такое время? То есть в такие метры, Ничего километры? не понимаю. Неужели они уничтожили какую-то новую ветку, несмотря на то, что сейчас происходит? Знаете, мне кажется, эта ветка не только что была взята в работу. Скорее всего, она была уничтожена несколько километров назад. Да, но теперь, когда я понимаю, что ветки для уничтожения выбирались просто случайно... Интересно, конечно, как гендиректор может быть уверен, что идеальная ветка не была уничтожена Луизой и ее великим рандомом? Кстати, да. Что-то мне не нравятся все эти размышления, ребят. Ло, давай-ка ты отправляйся лучше в пансионат, потряси себя там как следует, и самое главное, не задерживайся. Для Синклита время не имеет значения, но вот для веток... Да, Сдерик прав, это хороший вариант. А я пойду размышлять обо всем, что здесь услышал, и делать вид, что локализую цель. Черт, блин. Давай. Эй, Олли, тебе сделать бутер? Я проголодался просто. Нет, Сдерик, спасибо. У меня от нервных переживаний совсем аппетит пропал. Я пойду, наверное, лучше микроорганизмы проверю. В их жизни хотя бы смысл есть, в отличие от нашей. Давай, Ло. Пока, Олли. Что ж, вот мы и остались одни. Слушай, Ло, а вот у тебя нет сейчас ощущения, что это как будто наша последняя встреча? Что? Нет, нет, конечно. Мы встретились с тобой после того, как я был закинут в другую реальность, а ты вообще уничтожен. Кстати, да, это правда. Но я все равно почему-то вот чувствую, что вот как будто все. Прям совсем все. Какое бы решение ты ни принял, я не думаю, что мы встретимся снова, Ло. Если это так, я бы сказать тебе хотел. Ты примешь правильное решение. Вот. Каким бы оно ни было. Ты всегда выбираешь не только умом, но и сердцем, Ло-ложка. Это вот, знай, единственное, что важно. Эй, Сдерик, ты чего? Что с тобой происходит? Да. Ничего. Иди. Ну... Хотя стой, нет, подожди. Ой. О, Сдерик. Все, ладно. Извини. Ой, как же много всего. Ладно, так. Что я понял из всех этих разговоров? Во-первых, организация никому не нравится. Во-вторых, никто не знает, что с этим делать. В-третьих, лучший совет, что я получил, заключается в том, что я приму верное решение. Ну и странные обнимашки от Сдерика. Да уж, мне действительно стоит пойти в пансионат. Не для разговора с самим собой, а для того, чтобы посмотреть на этот самый артефакт. Не знаю, как это поможет, но первой версии меня же он как-то помог раздробить время. Кстати, да, это... Эй, Ло-ложка! Правда. Ло-ложка, мы можем поговорить? О, хо-хо. Лаечка, привет. Да, давай. О чем говорить? Нет, я спешу. О чем нам говорить, Лаечка? Я хотела сказать, что мне очень жаль. Я тогда была не в себе, была очень зла на тебя, на Вальдхара, на всех. Была очень напугана, потому что привязка ко времени плохо повлияла на меня. И я очень не хотела проходить через это снова. И я, Ло-ложка, я боялась, что если не выполню задание, Луиза, она не разрешит остаться в Синклите, и тогда Стой, остановись, Лая. Я понимаю, что ты была не в себе, но ты убила моего лучшего друга. Да, я просто хотел... И напомню, Лая, Вальдхар был другом и тебе тоже. Что бы там с тобой ни происходило, это непростительно. Но, Ло-ложка, я же... Нет, Лая. И никакая помощь с нормализацией отношений со штурмовиками или там душещипательные извинения не вернут мне друга. Да, но я... А самое главное, не вернут и тебе. Возможно, Лая, через несколько метров все то, что я сейчас сказал, не будет иметь никакого смысла, но сейчас я хочу, чтобы ты поняла.
все твои слова про мироходцев, бегущих от ответственности, тебе стоило бы в первую очередь приложить к себе. Я спешу, извини. О. Ну... Пока! Хо-хо! Фига себе! Вот это да! Прям никаких пониманий... О! У меня буквально все отделы открыты! Ладно, мне нужен, наверное, что вот, хозяйственный... Да, вот, вагон-локомотив. Поехали! О, как это круто! Телепортация куда угодно. Привет, психопомп? Господин директор? Не угадал, психопомп. Скорее бегу впереди паровоза. Не знал, что Ноктиры умеют шутить. Обычно чувство юмора нам не присуще, но в условиях такой работы вырабатываются некоторые защитные механизмы. Скажи, через сколько метров станция? Вам, господин директор, всегда. Пространство вне времени устроено очень интересно, директор. На какой дистанции вы бы не сошли с поезда, всегда будет станция. То есть, наш план по забеганию в последний вагон был бессмысленным? Не совсем. Внутри поезда дистанция и движение имеют значение. За его пределами нет. Не совсем понял. А вам обязательно нужно понять? Наверное, нет. Вот оно. Слова истинного генерального директора. Ты серьезно? Это настораживает, психопомп. Настораживает, что истинный гендир не должен понимать происходящее в его организации. А зачем ему это? Главное — результат и алгоритм. Детальные знания только мешают. У вас ко мне еще какие-то вопросы? Да, вопросы есть. Я хочу приблизиться к сфере. Есть что-то, что может помочь мне? Конечно. Для этого есть летающие роботы. Подойдет? Нет, не совсем. Есть что-то более персональное? Да, сейчас. Летающие роботы? Нифига себе. Так, персональное это как... Вот. Это подойдет? Да, наверное, это отлично. Спасибо. Управление интуитивное. Разберетесь. Удачи, генеральный директор. Что это реально? Скинт с крыльями? Вот как это выглядит. И он прям к сфере подлетает. Черт. Какой же он огромный. Впрочем, проблемы от него будут даже покрупнее. Хотя, нет. Артефакт вряд ли виноват. Не ружья убивают людей, а люди. Ну ничего, я исправлю это. Надо сосредоточиться. Я чувствую энергию этой сферы. Может быть, я смогу настроиться на нее? Пожалуйста, помоги мне разобраться. Пожалуйста, помоги разобраться. Неужели сфера времени что-то покажет? Так, где это я? Тетя сфера, это не помогло. О! Джон! Я не понимаю. А вы... Здравствуй, Лолошка. Серьезно? Не думал я, что доведется увидеть тебя вновь, мой самый усердный ученик. Я не понимаю. Кажется, я совершенно не помню вас. О, это не имеет значения. Тебе не нужно помнить. Просто закрой глаза и почувствуй сердцем. А дедуля-то дело говорит. Хоть я и не любитель всей этой романтической чепухи. А? Не любитель? Знаешь, что-то подсказывает мне, что это неправда. Люциус. Ну ты только послушай его, Айка. Каков наглец, а? Но... скажите, как вы прожили свою жизнь? О, замечательно.
Правда, в силу возраста, немного я успел засвидетельствовать. Зато я видел все. Пусть мои силы и были украдены тем индюком, я все равно прожил долгую жизнь в мире, который принял меня, несмотря на мои поступки. Я рад. Лолошка, каким бы сложным ни был предстоящий выбор, я уверен, что ты справишься. Ты всегда таким был. Трудился на благо других. Да, помни это. Даже если это значило, что тебе самому придется пережить различные лишения. Верно. Спасибо, что стоял на нашей защите. На защите Деливарики. Спасибо, что показал мне, что такое дружба, Ло. Офигеть. Мы, короче, одновременно везде и все. Ложка. Эй, как ты? Я не знаю, что сказать. А вы как? Как там Алатерра? Да, научился голову чесать протезом. Алатерра в порядке. Куда она денется? Было сложно, конечно, сначала, но Рая оказалась куда более успешной, чем Рихабаам. Да, это правда. Мы с Кейт оставались друзьями до конца жизни, а у нас Шерон вырос отличный сына. Подождите, до конца жизни? То есть вы... Да что ж ты? Блин, Да, Ложка. Прошло столько времени, что в Алатере уже сменилось не одно поколение. Но как вы тогда оказались здесь? Все просто. Мы услышали, что тебе нужна помощь. А учитывая то, как сильно ты помог нам, мы не могли не отозваться. Ложка, что мы можем сделать для тебя? Мне... Кейт... Радан, мне нужно принять важное решение, но я не знаю всех возможных вариантов и... Знаешь, Лолошка, когда ты появился в наших жизнях, мы не могли себе даже представить, что можно будет сокрушить Империю. Да, мы правда хотели уничтожить ее, но... Но именно ты показал, что за пределами купола тоже может быть жизнь. С твоей легкой руки у Алатерры появилась новая жизнь. Радан, ты серьезно? Ладно. Лолошка, может, ты слишком сосредоточился на кусках картины? Стоит лишь немного отойти назад, и до решения будет... рукой подать. Да что ж ты, Радан, ну что это за ребячество? Умываю руки. Эй! Не исчезайте, пожалуйста. Что ж... Ложка! Что за... А вы как здесь оказались? Я думал, Ведомни не существовало. В твоей ветке так и было. Мы из другой. Рада тебя видеть. Хотя, если честно, очень странно осознавать, что ты выбрал, чтобы я не рождалась. Нет, не совсем, Ашера. Знаешь, думала, за все те приключения, через которые нам пришлось пройти, ты бы хоть на секундочку задумался. Но, Ашера, я же... Я шучу. Вот. Будешь? Нет, спасибо. А ты, Фран? Нет, она же без обертки. И что? Ну так вся в шерсти твоей жилетки. Чокнутая. Ну что, новичок, у тебя опять какие-то проблемки, да? Фран, я уже понял, что с Ведомни я сделал не тот выбор, и сейчас я боюсь снова ошибиться. Да не, знаешь, все варианты, что тебе были предложены, были так себе. Я бы на твоем месте сделал бы такой же выбор. Что? Ну, а чего не так? Я тебя, конечно, очень люблю, подруга, но сама подумай. Вообще, ты сделал так, чтобы мироходцы не страдали и не становились дасками. А это значит, моя мама не попала в Ведомнию. Значит, ты ее спас, Ложка. Ты молодец. Ну как? Мы ответили? Друзья, я очень рад вас видеть, правда. Но я вообще ничего не понял. Все такой же новичок. Лолошка, этот идиот-междумирец втолковывает тебе, что ты не тот выбор тогда сделал. А мы говорим прямо, ты поступил правильно. Весь путь с момента, как ты оказался в конце времени, ты ищешь, на кого бы опереться. Ищешь кого-то, кто подсказал бы тебе решение. Хватит! Черт, да откуда вы... Откуда ты знаешь, что со мной происходило? Как всегда, задаешь самые важные вопросы, да? Да, конечно. О, это был сарказм вообще-то. Ладно, Фран, нам пора. Я скучал по тебе, Лолошка. И я тоже. Знаете, мне очень вас не хватает. Нет. А?
мне зад. Ну ж, Лолошка, смотри на него. О, Лолошка! Не ожидал, что из теплых вод Кнефмтити меня вытащат сюда. Я так рад, я так рад. Эй, Абзи, мы же договаривались, без поклонов. Давно не виделись просто, а старые привычки берут свое. Ну так и? Слушай, я, конечно, был золотой маской, но если ты от меня каких-то гениальностей ждешь... Нет, я просто очень рад видеть вас. О, какой очаровательный Хандир, посмотрите на него. Знаете, Лолошка, я за всю свою жизнь сделал столько плохих дел. Я думал, что никогда не смогу освободиться от чувства вины, от страха, что могу как-то навредить Хануф или друзьям. Но я понял, что самое важное в жизни не то, что было в прошлом, а то, какого себя ты создаешь для будущего. И я справился. Каждый день я выбирал становиться лучше, и мы с Хануф прожили прекрасную жизнь. Ну, да, вот то, что этот Апт сейчас сказал, Эй, вот... я уже не Апт. Ну, да, ну, так просто покороче было. На одну букву. Ладно, в общем, забей на все и выбирай так, как чувствуешь, Лолошка. Ладно, только, пожалуйста, побудьте со мной еще. Не, ты чего? Мы не единственные, кто хочет с тобой попрощаться. Угу. Спасибо за все, Лолошка. Прощай. Черт. Это просто... О, Ой. обалдеть! Это чё, тот самый монтажер Ричарда? За автографом в очередь. О, ребята! Лолошка, рад видеть, что у тебя все хорошо сложилось в твоей реальности. Ну нет. Оу, да? То есть, смотря какое определение ты даешь слову «хорошо». Ну, знаешь, как минимум ты научился пользоваться дверями, а не окном. Эй, я же еще в общаге перестал, когда ты Солусу нажаловался. Ричард, ты чего? Лолошка, я так боялся, что ты забудешь нас. Угу, мы оба. Что вы, нет. Как я мог забыть? Я разобрался со своим подсознанием специально, чтобы больше не забывать. Знаешь, тебе бы в таком случае карту памяти в голову вшить. На пару тысяч терабайт. Ну, такие апгрейды только автоматоном можно поставить. Ну да, поэтому мы круче людей. Слушай, важная мысль, которую мы с Диланом хотели тебе донести. Весь тот опыт, что ты сейчас помнишь, он приведет тебя к правильному пути. Даже если в итоге тебе придется потерять нас. Нет, не говори так, Ричард. Я не потеряю вас. Никогда. Эй, все в порядке, Ло. Правда в порядке. Как? Ты хочешь сказать, что вы тоже уходите? Слушай, я не знаю, выжил ли этот после конца времени, но вот я успел стать супербогатым и знаменитым, потом состариться и встретиться с Чарли. И все это задолго до апокалипсиса. Угу. Слушай, ты прости, что мы не можем остаться с тобой подольше, но я был безумно рад увидеться. О, остается только... Это что за рожка? Юродивый! Опять ты не можешь сам ни с чем справиться, да? Never. Будет тебе барагозить. Рассказывай, юноша, чего и такое приключилось у тебя, а? Да... Вот Беренгарий. Не понимаю, почему даже после спасения Архей ты все еще сомневаешься в себе? Послушай старую птицу, Ророжка. Этот мир прогнил. Давно прогнил. Ну, Эва как? Невер-то наш совсем свою кукушкой поехал. Я ворон, а не какая-то там кукушка. Ну, в чем-то он все-таки прав. Ой, не должно время страдать, Лолошка. Ой, не должно. И скажу тебе так. Сколько ты ветки дереву не обрубай, оно все равно новые вырастет. Тар, не путай юродивого. Вы сейчас оба путаете меня. Это все он. Ну, как бы... Чтобы дерево-то победить, Лолошка, надо зреть в корень. В корень зреть надо. Беренгарий, я не понимаю. Пожалуйста, останься со мной, помоги. О, не нужна тебе ничья помощь, Ророжка. Этот путь ты должен пройти сам. И ты пройдешь.
лучше любого деда. Удачи! Стойте. А ведь в какой-то момент я засомневался, есть ли у меня друзья. В трудные моменты иногда легко забыть, как много на моем пути было много потрясающих людей. И эльфов, и орков, и воронов. Они же все верят в меня. Они верят до сих пор. Несмотря на то, что наши пути разошлись очень давно, они продолжают верить в меня. И все они как будто пытались намекнуть мне на правильный путь. Да. Жестко у тебя кукушка поехала, Лолошка. Ты уже реально всех представляешь. Я как бы понимаю, что все это подсознание, но одновременно с этим влияние времени. Ну, то есть вот этой сферы. Что же а? Стоп, я... Неужели? О, привет! О, Лолошка! Как же хочется обнять тебя! Да, но, к сожалению, это невозможно. Да, кукушка точно поехала. Ты каждого вспомнил. Сейчас мы находимся в измерении, где ни Лолошка, ни мы не обладаем телом. Именно. Но наши проекции очень сильная вещь. Угу. Опа! Джон? Джон? Ну-ка! Что ты делаешь? Опа! Здорово! Все-таки друг с другом можно взаимодействовать, это хорошо. Тебя мне обнять не хочется. Очень зря. Я такой же, как Лолошка, только лучше. Лолошка, послушай меня. Артефакт — сфера, позволяющая управлять временем. О нем никто не знал. Даже я. Время не должно быть раздроблено, Лолошка. Смотрящий говорил тебе об этом. Тот Лолошка, что нашел этот артефакт, смог подчинить его своей воле. А это значит, он подчиняется и тебе. Поэтому ты сейчас видишь всех нас. Поэтому ты увиделся с друзьями. Джодах. Скажи, ты же не умер от действия времени? Акетра, Рая, Джон, скажите, вы выжили? Ложка. Старина время мой друг. Но даже он был не в силах остановить свою сущность. Угу. Не говоря уже о том, друзья вы или нет, он бы не попытался тебя спасти. Да, Джон прав. Это не в его власти. У смотрящего нет целей или желаний, Лолошка. Но он испытывает боль. Что? Все верно. Не так, как люди. Намного хуже. Он показывал нам. И на долю мгновения мы испытали то, что испытывает он. А он испытывает это всегда. Неважно, когда тот Лолошка нашел сферу. Ее действие разливается по всему времени. Останови это, Лолошка. Останови. Я... Мы не вправе требовать это от тебя. Да, точно. Джодах прав. Пожалуйста, Вы же мои самые близкие друзья, умоляю, объясните нормально. Я устал ничего не понимать. Все, кого я только что видел, начиная от Люциуса и заканчивая Беренгарием, они... Черт. Да, кажется, все понимали, что происходит. Один только я, которому предстоит принять то самое решение, не понимаю, что должен делать. Эй. Лолошка, присаживайся. Послушай, все варианты, которые напридумывали другие Лолошки, означают бесконечные страдания. Так. Страдания не только смотрящего, но и всех уничтоженных веток. Всех, выживших в этих ветках. Потому что даже если ветка останется одна, это не сделает время целостным. Но как? Как я тогда могу вернуть все назад?
Ложка. Никак. Оу, вот это ответ, прям прямолинейненько достаточно. Время невозможно повернуть вспять. Угу. Но есть другой путь, Лолошка. Что? Какой? Да. Мы сами не уверены, сработает ли это, но... Ну ты серьезно? Отличное начало, Рая! Эй, помолчи, Харрис. Да, ладно. Но все-таки это правда. Мы не знаем, что будет, но ты можешь попробовать объединить все ветки в одну. Что? Но как это сделать? Для этого потребуется вся твоя сила и воля. Поскольку ты эпицентр этой раздробленности, мы полагаем... Все мы полагаем, что схождение всех веток пройдет через тебя. Да, но есть проблема. Естественно, проблема. Какая? Мы не знаем, что будет, когда время вновь станет целостным. А? В каком это плане? Лолошка, есть ветки, в которых ведомни никогда не было, а есть те, где она была. Есть ветки, где завеса над Археем пала, и Тадмаврель заразил всю мультивселенную, а есть те, что нет. Что произойдет, когда все ветки объединятся? Мы точно знаем, что ветки и ответвления, какими бы они ни были, все равнозначны. Да, проще сказать, это не соревнование, чтобы какая-то победила, а остальные проиграли. Ну, я понял. То есть, если мы соединяем миллиарды веток в одну... Проще сказать, тебе придется переписать историю. Буквально. Ох ты ж, бляха. Да. Переписать, не соединить, а именно полностью. Это звучит как жесть. В общем, Лолошка, в получившейся реальности установится своя история. Скорее всего, эта история будет совершенно новой и не похожей на то, что помнишь ты. И... Что? Что и? Мы не знаем, какое место в этой новой реальности будет принадлежать тебе. Это правда, поскольку ты единственная переменная, от которой зависели изменения в ветках, и которая была источником этих изменений. Я понял. Я исчезну, да? Нет. Что? Во всяком случае, мы так не думаем. Однако у тебя не будет истории, Лолошка. Что? Но все мои воспоминания, все мои друзья, они же... Да, ты прав. В некотором смысле мы тоже все друг друга потеряем. Но в новом времени у всех нас уже будет какая-то история. Просто мы не уверены, будет ли она у тебя. Но я... Черт. Эй, ну все, хватит вам. Так. Лолошка, мы все потеряем частичку своей истории, так? Так. А скорее всего, наши жизни будут переписаны целиком во что-то новое. Мы даже не знаем, по каким законам будет жить новая временная реальность. Понимаешь? Единственная разница в том, что тебе придется принять это решение, зная, что ты потеряешь все. И да, твоя история начнется с нуля в непонятной точке. Да. Объединение времени снова сделает прошлое фиксированным, а будущее вариативным. Это восстановит баланс во вселенной до изначального. То бишь, проще говоря, решатся все проблемы, но мне придется жертвовать своей историей. Да, Лолошка. Лолошка, мы не можем требовать от тебя такой жертвы. Согласны? Да. Да. Мы не знаем, с каким трудом ты столько времени шел к осознанию и принятию себя. Путь твоего становления был труднее любого из нас. Эй, ну тут я бы... Эй, Харрис. Могу лишь представить, насколько сложным будет это решение. Но это же несправедливо. Я не хочу терять их всех. Зачем? Зачем эта сфера сейчас показала мне всех вас, если я должен от этого отказаться? Я хочу, чтобы все эти переживания, все события, любовь и счастье, они сохранились во мне. Сохранились, понимаете? Я не хочу все это потерять. Я не хочу начинать заново. Я не хочу строить новую жизнь. Зачем все это было? Зачем? Эй, слушай, ничто и никогда не проходит бесследно, Лолошка. Да, ты потеряешь воспоминания и мое лицо,
лица Раи или Акетры больше не будут для тебя ничего значить. Но стереть воспоминания о чувствах не так легко, как факты. Это решение наверняка остановит тебя от повторного совершения этой ошибки. Время больше никогда не будет раздроблено, потому что ты единственный, кому это под силу. Ты никогда не сделаешь этот выбор снова. Откуда ты это знаешь? Я знаю это потому, что ты, именно ты из своей ветки, никогда бы не позволил раздробить время. А значит, ты никогда не сделаешь этого. Но почему я? Почему постоянно именно я? Эй, кстати, хороший вопрос. Да не обязательно ты. Что? Это то, что твои друзья так боятся тебе сказать, чтобы ты не передумал. Соединить время воедино может любой Лолошка. Но я знаю, что ни одна из твоих других версий не задавалась вопросом, как все исправить. Но это не значит, что ты последний. Ты можешь стать гендиректором, или выбрать вечный сон в капсуле, и оставить это решение следующему. Может быть, это следующий будет, а может и нет. Но что я точно знаю, ты это делать не обязан, Лолошка. Верно? Джон прав. И я хочу, чтобы ты знал, что бы ты ни выбрал, мы останемся твоими друзьями до конца. Акетра, что ты скажешь? Они правы. Мы не можем требовать. Но... Но тогда нет никаких гарантий, что время перестанет страдать. Это ужасно. Это боль. Она как будто совокупность всех голосов, что обречены вечно проживать свою смерть. Да. Слушай, ты, если что, прости, что наш последний разговор получился именно таким. Прости, что нам не удалось собраться и просто отпраздновать встречу. И прости, что я не смог пережить время, чтобы сейчас быть рядом с тобой, Лолошка. Да. Ну как я могу винить тебя за это, как? И прости, что именно мы рассказали тебе об этом невозможном выборе. Но... Пожалуйста, хотя бы вы, не уходите. Побудьте со мной еще немного. Давайте хоть на несколько мгновений сделаем вид, что все хорошо. Хоть раз. Просто поговорим, как будто у нас все еще есть время. Думаю, да. Мы можем чуть-чуть задержаться. Я не... Блин, это... И они реально задержались. Блин, это так мило. На мгновение почувствовать, как будто все как раньше. Как будто нет никаких проблем, никакой организации. Как будто мы не расходились. Мы всегда были вместе. Блин, это... А, Тирекс. И на какое-то мгновение мы почувствовали свободу. Я не знаю, как это можно описать. Как это чувство называется, когда все хорошо? Свобода? Гармония? Как долго Лолошка этого не чувствовал? Боже! Я не помню, когда последний раз он чувствовал гармонию. Это было, дай бог, в сезоне «Последняя реальность». Это так удивительно. Ай, блин. У меня слезы реально на глазах, чтобы вы понимали. Черт. Гармония штука такая. Тяжело ее получить. И очень тяжело с ней расставаться. Но, как мы уже поняли, расстаться все-таки придется. О!
Оба. И вот, потом Радан покрасил волосы в голубой. Да, я помню. Этот Иракесан выглядел супер оригинально. О, это ты еще не видел, как у него этот голубой вымылся в мерзкий зеленый, когда сияние победило. И Радану больше не было смысла волосы подкрашивать. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, что остались со мной, но... Я, кажется, готов. Ты уверен? Нет, я не уверен. Но более готовым я уже точно не стану. Лолошка, не хочешь поговорить с предыдущим генеральным директором перед этим? О, более готовым я уже не стану. Я точно понимаю, что директор будет против, но я также понимаю, что финал истории уже явно не изменится. Мне почему-то кажется, что от этого выбора будет зависеть Лолошка. Я даже не знаю, как можно назвать Лолошку. Будущий. Ну, то есть, будущий Лолошка, так можно сказать? И от этого выбора будет зависеть новый Лолошка. И я не хочу, чтобы он был похож на того, кто был в пансионате. Нет, я не хочу. Он все равно не поймет меня. Хорошо. Лолошка. Мы можем остаться с тобой до самого конца. Нет, не надо. Я действительно должен сделать это сам. Прощай, Лолошка. Прощайте, друзья. Вот. Сфера времени. Все это влияние сферы. Ну, теперь давай, Лолошка. Последний рывок. Ради всех. Ты сможешь. Черт. Я смогу. Так. Что ты хочешь сделать? Я смогу. Это прям на пирамиде все происходит. Офигеть! Я смогу. Что происходит? Эй! Что ты делаешь? Я смогу! Эй, остановись! Черт! Что ты делаешь? Больше никаких страданий! Все! Нет никакого больше Лолошки! Ё-моё. Ветки. Много веток. Много лолошек. Все воедино.
все воедино. Вот так вот. Да, вот что я называю истинным альтруизмом. Пожертвовать всем, чтобы прекратить бесконечный круговорот страданий. Знаете, у меня первая мысль, у меня ощущение, что по сути своей, вот просто задумайтесь, это ведь и есть та самая идеальная ветка, которую так долго пыталась найти организация. Вся система, построенная в этой организации, это не просто обман участников, это в первую очередь самообман Лололошки. Каждый новый такой директор попадался на эту ловушку, думая, что именно он найдет свою идеальную жизнь, но, вмешиваясь во время, ты делаешь этому времени только больнее. Следовательно, пока время не будет целым, никакого идеала никогда не настанет. И получается, друзья, реальность, в которой существовала организация, объединилась в одну ветку, стерлась и началась правильно. Или неправильно, или не началась вовсе. Как все сложилось и по каким законам, какое место во всем этом занимает Лолошка, неизвестно. Известно одно. Даже время начало жить по-новому. И я уверен, выбор был правильным. Друзья, это действительно была очень мощная история длиной во много-много-много лет, которая, внимание, не заканчивается, но, что очень важно понимать, начинает жить по-новому. Поверьте, нам будет что рассказать и показать, но прямо сейчас я бы хотел обратиться к вам, дорогие друзья. Огромное вам спасибо за просмотр, блин-блинский! Спасибо, что уже долгое или даже недолгое время продолжаете быть участником нашего, не побоюсь сказать, в СНГ пространстве огромного комьюнити. Чтобы не пропустить, что будет дальше, а дальше больше и оно будет, пожалуйста, не забудьте подписаться. Ваша поддержка — это наилучшая мотивация, правда. Спасибо за ваши лайки. Также хотелось бы передать огромное спасибо команде, которая пережила все то, что пережила. И я уверен, мы многому научились. Многое поняли из того, как надо, как не надо, где проще, легче, сложнее. Но самое главное, ребят, все, что у нас получается, получается только вместе. И я правда рад, что мы спустя кучу километров становимся только крепче и лучше. Вы офигенные, правда. Дорогие зрители, я понимаю, наверное, спустя столько времени говорить данную фразу не совсем правильно, но внимание! Наша история только продолжается и только начинается. Следите за новостями, все будет, все расскажем, все покажем. Это прямое продолжение, но это пока что все, что я могу сказать.
Да, на этом мы будем постепенно заканчивать. Еще раз спасибо. И... Да, каждый раз говорить это так странно в конце. Если вы здесь впервые, то вы можете еще и позвать друзей. А с вами были Ложка и Точка Невозврата. Всем удачи, всем пока.